Привет, Арми. Никто не ожидал этого момента. В одну секунду все выглядело нормально. Камеры работали, атмосфера была спокойной, фанаты улыбались, ожидая очередного знакового момента. Затем внезапно что-то изменилось. Без предупреждения Тэхён повернулся и бросился прочь. Никаких объяснений, никакого взгляда назад. Энергия мгновенно изменилась. Толпа замерла. Персонал выглядел растерянным. Но больше всего всех шокировал не только его внезапный уход, это был Чингук. Выражение его лица изменилось за секунды. Улыбка исчезла. Его глаза следили за Тэхёном, и на мгновение он выглядел совершенно потрясенным, словно тоже не ожидал этого. Что произошло в тот самый момент? Было ли это недоразумение или что-то гораздо более серьезное за кулисами? Оставайтесь до конца, потому что эта история не такая, какой кажется. На несколько секунд никто не двигался. Звук в комнате не просто исчез, он затих. Разговоры перешли в шепот. Камеры продолжали вспыхивать, но энергия стала резкой и некомфортной. Тэхён не сбавил темп. Он не оглянулся. Это был не тот уход, который можно отмахнуться словами «ему, наверное, нужен перерыв». Он казался внезапным, преднамеренным, почти срочным. И Чингук это понимал. Он застыл на месте, сжав челюсти, его взгляд был устремлен в сторону, куда исчез Тэхён. Он попытался быстро прийти в себя, легкий кивок, вздох, но камера уже запечатлела это. Тот миг, когда его самообладание пошатнулось. Фанаты пересматривали это снова и снова. Почему Тэхён ушел вот так? Почему Чингук выглядел так, будто его застали врасплох? Некоторые говорили, что это усталость. Другие настаивали, что это недоразумение за кулисами. Но напряжение не возникло из ниоткуда. Если присмотреться к моментам, предшествовавшим этому, были признаки, слишком долгие паузы, несовпадающие взгляды, слегка запоздалые реакции. Тонкие, но заметные. Тэхён был тише обычного. Не отстраненный, просто сдержанный. Его обычная игривая энергия сменилась чем-то более сдержанным. Чингук же, напротив, казался предельно внимательным, наблюдал, подстраивался, пытаясь сохранить непринужденную атмосферу. Затем что-то было сказано. Не громко. Не драматично. Но достаточно. Выражение лица Тэхёна изменилось, не гневное, не обиженное, а твердое, как будто он принял решение в режиме реального времени. Через несколько секунд он отошел. Никаких драматических жестов. Никакого видимого спора. Просто уход. Тяжелее всего было то, что Чингук не последовал за ним сразу. Он остался, словно взвешивая, стоит ли сохранять профессионализм или гнаться за тем, что вышло из-под контроля. Именно это колебание больше всего потрясло людей. Потому что колебание означает конфликт. Эксперты по языку тела в интернете начали разбирать это по кадрам: напряженные плечи, сжатые кулаки Чингука, то, как Тэхён избегал зрительного контакта перед уходом. Было ли это напряжение, которое тихо нарастало неделями? Или личное дело, случайно выплеснувшееся на публику? Чингук попытался продолжить, как ни в чем не бывало. Он улыбался. Он отвечал на вопросы. Он говорил ровным тоном. Но его взгляд постоянно блуждал не в сторону зрителей, не в сторону камер, а к выходу. Эта молчаливая рассеянность говорила громче любых заявлений. Закулисные репортажи оставались расплывчатыми. Никаких официальных объяснений. Просто молчание. А молчание порождает теории. Некоторые фанаты считали, что это эмоциональная перегрузка, давление, ожидание, постоянное внимание. Другие думали, что это что-то личное между ними, что-то неразрешенное, что наконец-то вышло наружу. Когда Тэхён вернулся позже, энергия ощущалась по-другому. Не взрывная. Не враждебная. Сдержанная, почти слишком сдержанная.
Они снова стояли рядом, но естественный ритм казался немного нарушенным. Как два человека, которые глубоко понимают друг друга, но при этом балансируют на грани хрупкости. Чингук стал осторожным, сдержанным. Каждое движение было обдуманным. Каждое слово выбрано. Почти защитное. Почти сожалеющее. Что бы ни произошло в эти невидимые минуты, что-то изменилось, пусть даже временно. И, возможно, камеры никогда не запечатлеют всю правду. Потому что иногда самые сильные истории заключаются не в том, что сказано, а в том, чего избегают. Прошли дни. Не было никаких разъяснений, никаких загадочных постов, никаких драматических намеков. Просто все как обычно. Расписание продолжалось. Выступления продолжались. Улыбки вернулись. Но фанаты заметили небольшие изменения. Меньше спонтанного взаимодействия. Более структурированное позиционирование. Немного запоздалые ответы. Ничего очевидного. Просто по-другому. И когда два человека, известные своей непринужденной химией, вдруг начинают вести себя сдержанно, зрители замечают это мгновенно. Тем не менее, ни один из них не избегал друг друга. Они продолжали стоять рядом. Они продолжали естественно выравниваться. Были тихие моменты, едва заметные кивки, смягченные взгляды, легкие улыбки, запечатленные вне поля зрения камеры, жесты, которые выглядели не как дистанция, а как защита. Возможно, это был вовсе не конфликт. Возможно, это было чувство подавленности. Возможно, отстранение было вызвано не гневом, а желанием предотвратить эскалацию конфликта на глазах у миллионов людей. Потому что каждый взгляд превращается в повествование. Каждая пауза – в заголовок. Каждое молчание – в теорию. Защита друг друга в такой обстановке требует точности. Спустя несколько недель их синхронизация постепенно вернулась, более спокойная, устойчивая, целенаправленная. Менее спонтанная, но более сильная. Словно что-то было перенастроено в тайне. И, возможно, в этом и заключается правда. Не скандал. Не ссора. Не полемика. Просто два человека под огромным давлением, справляющиеся с эмоциями, пока весь мир наблюдает. Публика увидела внезапный уход. Они увидели потрясенное выражение лица. Они почувствовали перемену. Но они не увидели последующего разговора. Они не увидели разрешения ситуации. Они не увидели тихого взаимопонимания, которое последовало за этим. Иногда отстранение – это не уход. Иногда это защита чего-то слишком важного, чтобы позволить этому разрушиться на публике. И, возможно, именно поэтому этот момент запечатлелся. Потому что это не выглядело как дистанция. Это выглядело как нечто более глубокое. Что-то настоящее. И, возможно, что-то более сильное, чем прежде. Хотя публика стала свидетелем лишь мимолетного момента, эффект от этого ощущался долго. Каждое последующее событие несло в себе едва уловимое напряжение, почти незаметное для случайных наблюдателей, но ясное для фанатов, которые внимательно следили за каждым взаимодействием. Улыбки Чингука вернулись, отточенные и профессиональные, но в них чувствовалась какая-то осознанность, словно каждый жест был дважды обдуман перед тем, как быть показанным. Тэхён, тем временем, сохранял спокойную напряженность, был собран, но слегка отстранен, предполагая, что он обдумал произошедшее внутри себя, прежде чем снова включиться в групповую динамику. Именно в этих маленьких, почти незаметных жестах история продолжалась. Слегка поправленная рука, едва заметный обмен взглядами, пауза в речи – все это стало сигналом для наблюдателей о том, что за кулисами произошло что-то важное. Публично об инциденте не было сказано ни слова, но их совместное присутствие рассказывало другую историю. Историю о тщательном балансе, взаимопонимании, защите не от камер, а друг от друга. Фанаты анализировали каждый кадр видео, появившегося впоследствии. В социальных сетях разгорелись дискуссии о языке тела и микровыражениях.
Некоторые утверждали, что внезапный уход был необходимой границей, способом для Тэхёна восстановить контроль над ситуацией, которая его переполняла. Другие предполагали, что мимолетный шок Чингука выявил уязвимость, редко демонстрируемую публике. В любом случае, стало ясно, это был не нервный срыв. Это была человеческая реакция под огромным давлением, усиленная интенсивностью жизни в составе BTS. Сложность момента отразилась и в последующие дни. Взаимодействие оставалось профессиональным, но невысказанное понимание между ними было неоспоримым. Движения, которые когда-то казались инстинктивными, теперь выглядели преднамеренными. Паузы, кивки и самые незначительные жесты были тщательно выверены. Как будто инцидент создал контрольную точку, молчаливое соглашение о том, чтобы двигаться вперед, находясь на виду у публики, одновременно контролируя ситуацию и проявляя осмотрительность. И все же это был лишь один слой истории. Потому что, хотя внешнее благополучие сохранялось, личные моменты оставались неизвестными. Эти мимолетные обмены репликами, едва заметные корректировки и смягченные взгляды намекали на глубину понимания, о которой публика могла только догадываться. То, что было видно камерам, было лишь поверхностью, то, что действительно имело значение, происходило тихо, за кулисами. Интенсивность этого короткого момента, уход Тэхёна и реакция Чингука оставила неизгладимое впечатление. Она напомнила фанатам, что даже под пристальным вниманием настоящие человеческие эмоции невозможно полностью скрыть. Уязвимость, тонкая и мимолетная, проявилась. И в этом откровении связь, которая казалась нерушимой, была тихо испытана, перенастроена и, возможно, укреплена. В последующие недели этот инцидент стал тихим поворотным моментом. На первый взгляд, все казалось нормальным. Расписание шло по плану, выступления продолжались, и группа поддерживала свой обычный безупречный имидж. Но для тех, кто внимательно следил за происходящим, едва заметные изменения были неоспоримы. Взаимодействия, которые когда-то протекали легко и непринужденно, теперь несли в себе оттенок осознанности. Каждое движение между Тэхёном и Чингуком было выверенным, обдуманным выбором, а не инстинктом. Фанаты чувствовали это, энергия изменилась, не резко, а тонко, почти незаметно, что говорило само за себя. Во время одного из событий Чингук сделал паузу на полуслове, когда Тэхён подошел к нему. Пауза была короткой, едва заметной для всех, кроме самых внимательных наблюдателей, но она имела значение. Это был момент перестройки, молчаливое признание предыдущего сбоя. Тэхён отреагировал незаметно, выровняв свою позу с Чингуком без лишних церемоний. Никаких драматических жестов. Никаких натянутых выражений лица. Просто тихая синхронизация, тонкий танец осознанности, который, казалось, оба понимали инстинктивно. Социальные сети взорвались от теорий, но ни одна не смогла передать всю историю целиком. Некоторые фанаты утверждали, что это была просто усталость, напряжение от напряженного графика, усугублявшие мелкие недоразумения. Другие считали, что дело было в чем-то более личном, в проблеме, которая тихо тлела и только сейчас проявилась под пристальным вниманием публики. Но, независимо от того, был ли инцидент незначительным или значительным, он продемонстрировал одну неоспоримую истину. Даже для таких звезд, как BTS, самые маленькие моменты могут нести огромную эмоциональную нагрузку. И важны были не только непосредственные последствия. Даже после того, как камеры перестали снимать, невидимые волны продолжали ощущаться. Жесты Чингука стали немного более обдуманными, выражения лица Тэхёна выражали интенсивность, указывающую на внутреннюю обработку информации. Оба сохраняли профессионализм, но те, кто был в курсе, могли видеть скрытые слои: осознанность, контроль, защита, тонкая перестройка, которая сохраняла как гармонию группы, так и их личные границы. Затем появились микромоменты, моменты настолько мимолетные, что их легко было пропустить. Смягченный взгляд, едва заметный кивок, легкая улыбка, которыми обменялись наедине. Для публики эти жесты могли показаться незначительными, но для поклонников, внимательных к каждому нюансу, они говорили о разрешении конфликта, понимании и взаимном уважении. Они были знаками того, что, несмотря на напряжение, связь между ними оставалась нерушимой, возможно, даже укрепилась благодаря пережитому опыту.
Несмотря на внешние ощущения нормальности, тонкие изменения в их отношениях продолжали интриговать поклонников. Каждое совместное выступление, каждое публичное появление несли в себе следы того момента, тщательно выстроенную хореографию жестов и взглядов, почти незаметную для случайных зрителей, но яркую для тех, кто внимательно следил за каждым взаимодействием. Реакции Чингука, когда-то легкие и спонтанные, теперь несли в себе оттенок внимательности, осознанности присутствия и эмоционального состояния Тэхёна. Тэхён, тем временем, двигался с контролируемым спокойствием, тихой интенсивностью, которая говорила о том, что он пережил внезапный инцидент и тщательно выбирал свои действия. Именно в этих небольших, почти незаметных обменах репликами и разворачивалась настоящая история. Небольшое изменение позы, тщательно выверенный кивок, едва заметное выравнивание шагов – все это стало сигналами понимания и примирения. Публика видела лишь отполированные лица и профессиональные улыбки, но за кулисами продолжался молчаливый диалог. Каждый незначительный жест был контрольной точкой, перенастройкой, позволявшей им обоим справляться с давлением славы, сохраняя при этом личную связь. Микровыражения, запечатленные фанатами и аналитиками, давали представление об этом личном понимании. Смягченный взгляд здесь, короткая улыбка там, почти незаметный наклон ближе – эти мимолетные моменты противоречили любой теории конфликта или размолвки. Они указывали на разрешение, тихое признание того, что инцидент, хотя и был интенсивным, был урегулирован таким образом, чтобы уважать как личные границы, так и требования общественного мнения. И все же история не утихала. Напряжение, хотя и менее заметное, трансформировалось в нечто более глубокое. Речь шла уже не о шоке или удивлении, а об осознании и равновесии. Каждое взаимодействие между Тэхёном и Чингуком становилось целенаправленным, точным и продуманным. Фанаты начали замечать закономерности, едва уловимые изменения в том, кто первым инициировал контакт, тщательное зеркальное отражение движений, почти незаметную синхронизацию, говорившую о личном понимании, сформировавшемся под давлением. Что делало это наиболее примечательным, так это то, что ни один из них не перегибал палку. Не было никаких преувеличенных проявлений близости, чтобы что-то доказать, никаких натянутых попыток показать нормальность. Вместо этого было равновесие, тихое, контролируемое, обдуманное. И в этом равновесии стало ясно истинное значение момента. Иногда напряжение не разрывает связи, а укрепляет их, совершенствуя связь, которая в противном случае воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Так что же мы действительно увидели в тот день? Внезапный уход, потрясенное выражение лица, затаившее дыхание в комнате, и все же, за отточенными выступлениями и синхронными улыбками разворачивалось нечто более глубокое. Два человека, Ким Тэхён и Чингук, преодолевающие давление, эмоции и ожидания в мире, где каждый взгляд анализируется. Иногда самые сильные моменты не бывают громкими или драматичными. Они тонкие, личные, человеческие. И, возможно, то, что мы увидели, вовсе не было конфликтом, а проблеском силы связи, которая сохраняется даже в тишине. Поэтому смотрите внимательно. Наблюдайте за паузами, взглядами, жестами, которые говорят громче слов. Потому что в тишине, в невидимом, настоящая история продолжается, и она еще далека от завершения.